Недавно была такая интересная встреча у меня. Я думаю, она изменит мою жизнь. Сейчас я кофеек сделаю и расскажу подробно. Я встретил этого парня в торговом центре в Калуге. И так вот разговорились, и разговариваешь, и я мучительно вспоминаю имя, и не могу вспомнить, где я его видел. Но помню, что вместе где-то пересекались. Но вот так разговорились, он привет, привет, там, то да сё. Ну, красавец вообще парень. Я ж помню, что он был дрыщом еще в школе, под 2 метра, занимался баскетболом. А тут такой красавец стоит передо мной. Мускулистый, жилистый. Короче, после школы накачался, нарастил мышцы, стал крепким физическим и попал в Голливуд. Стал сниматься в фильмах, где требуется красивый мужской торс. Я был в шоке вообще. То есть это не то, что это моя мечта, но мне всегда было это интересно. Я всегда хотел стать таким, перископ, хотел стать таким, не огромным накачанным, а в меру мускулистым, таким с рельефным бицепсом, с рельефной грудью. Но как-то все это было в таких абстрактных мечтах. Никогда конкретно за это не брался. Все думал, что это не для меня, туда-сюда, генетика и прочее, прочее. А тут вот увидел этого парня и понял, что генетика вообще ни при чем. Он был вообще дрыщ, просто вообще еще дрыщей, чем я. И я понял, что надо что-то делать. Я у него спросил, а есть программа тренировок, по которым ты занимался? Он говорит, да, есть. Сколько стоит? 360 рублей. Ну все, я купил. И вот, ребята, с этого все и началось. Я, конечно, немного тут хотел вас заинтриговать, но все оказалось просто. Я был в торговом центре и в книжном магазине увидел книжку «Эволюция» Джо Манганьелло. Джо Манганьелло. Это была бомба для меня. Я всегда интересовался этой темой, но никогда ее не дожимал. У меня был и пресс кубиками, но красивого торса не было. И вот сейчас я созрел, потому что мне уже 60 будет в этом году. И что там будет после, хрен его знает. Тестостерон уже не тот явно. Что там скромничать. И, ну что, это неумолимый закон природы. Странно, если бы у тебя в 60 лет был такой же тестостерон, как 25. Но, я же вижу, мышцы растут, пресс я накачал, сила появилась, выносливость появилась, значит, организм реагирует на тренировки. Почему бы ему сейчас не задать такую тренировку, чтобы начали расти мышцы? Почему бы не попробовать? Потому что все время только слушать чьи-то высказывания, что мышцы не растут, тестостерон не тот, в 60 лет нельзя накачаться, вегетарианцам это не дано и так далее. Все это хрень. И в этой книге правильно написано: выкиньте из головы все, что вы знали до этого. Доверьтесь мне. И вот я доверился. Прошла неделя, как я хреначу по этой программе. Честно говоря, 6 дней в неделю. По часу, по полтора. Не думал, что выдержу, но после первого дня было очень сурово. Потом втянулся. Сейчас вот выходной, и я снимаю это видео.
Я понимаю, конечно, что за 6 недель глобальных изменений быть не может. Главное изменение, которое должно произойти, на которое я рассчитываю, это изменение в голове. Это осознание других приемов тренировок, осознание того, что ты можешь большего. До этого я ходил в зал, конечно, год, я тренировался, но то, что я делал, это, я бы сказал, так, поддержание формы. Я метался от одного тренажера к другому, то гири, то турник, то штанга, то стойка на руках, то еще какие-то заморочки, балансборд и так далее. То есть, это позволяло мне не потерять интерес к залу, то бассейн, кстати. Это позволяло мне быть в такой достаточно хорошей форме по выносливости. Но мышцы выросли, кстати, килограмм мышц нарастил, но плечи округлились. Но это все не то, чего я хотел. И вот сейчас я решил это дело дожать до конца, добить и стать из дрыща таким рельефным дрыщом. Обязуюсь каждую неделю выходной выкладывать отчет о своих тренировках. В зале кое-что снимаю. В общем-то, они все довольно разнообразные тренировки, но съемки однообразные. Потому что или одно, или ты тренируешься, или ты снимаешь. Оператора у меня нету, я просто ставлю камеру и быстренько что-то там со стороны посмотрю на себя. Но в то же время это и полезно. Посмотреть за своей техникой, посмотреть за тем, как ты делаешь упражнения. Ну и я думаю, что в перспективе будет видно, как меняется тело. Кроме того, я стал контролировать свое питание. То есть до этого я рассчитывал, что я типа питаюсь правильными продуктами и все нормально. Но за зиму набрал, так сказать, хороший жирок на животе. Вот сейчас посмотрел на спине, которого надо избавляться. Талия 85, это, конечно, ни в какие ворота не влезает. Так что вот так, парни. Сейчас приехал на дачу, все это переосмыслить, смонтировать видео, отчет за первую неделю. Думаю, что это будет мощный такой вызов. Я бы сказал, что это 6 недель без жалости к себе. Но мотивация у меня зашкаливает. Я в зал хожу просто как на праздник, бегом в припрыжку. В 6 утра просыпаюсь и думаю, с вечера я пишу план тренировки в смартфон, записываю, что я буду делать. Утром просыпаюсь, мне прямо не втерпешь все дела утренние закончить. Душ, туалет, завтрак, а то и натощак, я прямо в зал. И предвкушение, сейчас просто в предвкушении будущих изменений. Мне кажется, что я на правильном пути. И я действительно выбросил все из головы, все разговоры там, все, что кто-то говорит, что-то вижу, читаю, все в пропасть. Вот, я доверился этой программе, она мне нравится. И хотя такое ощущение тоже в зале тренируюсь, вроде как тренировка происходит достаточно быстро, там 50 минут примерно, плюс еще кардио. И думаешь, вроде как мало, вроде как я обычно там 1,5 часа там прыгаю. Но выходишь из зала и чувствуешь, что нагрузка была приличной. А потом еще через часик-полтора прямо чувствуешь, как тебя тянет в сон, хочется восстановиться. То есть нагрузка, конечно, приличная. Ну вот так, парни. Все сказал, что хотел. Следите за изменением дрыща в рельефного дрыща. Иллюзий не строю, но пахать буду